В восточной части Афонского полуострова, рядом с мысом Акратос, в отшельнической местности Вигла, на высоте 250 метров над уровнем моря, расположен румынский скит Продром. Это одна из самых удаленных обителей на Святой горе. Дальше идут только келии, каливы и Афонская пустынь, еще не потревоженная дорогами. Скит относится к монастырю Великая Лавра и находится на расстоянии 4 километров от него. Внешний вид всего комплекса построек обители напоминает классический Афонский монастырь четырехугольной формы, где братские корпуса и хозяйственные помещения служат одновременно стенами скита, ограждающими его со всех сторон. При этом, в отличие от старых греческих монастырей, где кельи находились в крепостных стенах на неприступной высоте, здесь имеются окна и на первом этаже. Очевидно, что эти стены строили не для защиты от врагов, а исключительно для проживания монахов. Чтобы попасть в скит, необходимо пройти через главные ворота, над которыми возвышается колокольня. В южной части обители расположен келейный корпус. Такие строения в начале XX века часто возводились во многих европейских столицах. Стены скита, лишенные каких-либо архитектурных излишеств, выбелены известью и оставляют ощущение удивительной чистоты. Братья скита весьма радушно и гостеприимно, и всякий паломник, добравшийся до их обители, всегда найдет здесь приют и ночлег. В центре внутреннего двора в окружении стройных кипарисов расположен соборный храм, построенный в неовизантийском stile и посвященный святому Иоанну Предтече. Primii ctitori ai schitului românesc Prodromul sunt митрополитul Молдовei Вениамин Костаки. Первыми основателями румынского скита Продром являются митрополит Молдовы Вениамин Костаки и преподобный монах Иустин Влахул, который был учеником святого Паисия из монастыря Нямц. До того, как прибыть на Святую Гору, он был управляющим Нямецкого монастыря, вел духовную и отшельническую жизнь. На Афоне он совершал мученичество в местности Вигла, где сейчас находится Продром. Преподобный Иустин жил в келии со своими учениками Потапием и Григорием. При содействии митрополита Молдовы Вениамина Костаки они решили построить в этой местности скит. Для поддержания общежительной жизни необходима была вода, но все настойчивые обращения преподобного Иустина в Великую Лавру о строительстве водопровода от находящегося невдалеке источника воды каждый раз получали отказ. Într-o vară, livezile de la Lavra, grădinile Lavra, au fost invadate de nenumărate lăcuste care le-au produs pagube. В одно лето сады монастыря Великая Лавра наводнила несметная тьма саранчи. Преподобные отцы пытались изгнать саранчу, уничтожившую урожай. Они молились, провели крестный ход, но ничего не помогало. В итоге они обратились за помощью к преподобному Иустину, зная о его глубокой духовной жизни и надеясь на то, что он поможет им своими молитвами. Так и получилось. После совершения им богослужения в Великой Лавре, окропления святой водой садов и полей, саранча сразу же отступила в море. Саранча была побеждена. И так как Иустину пообещали исполнить любую просьбу, он попросил провести воду к месту, где он намеревался построить скит. В 1817 году Иустин Влахул отошел к Господу. Его ученики Потапий и Григорий продолжали строительство нового скита. В 1820 году они получают от монастыря Великая Лавра одобрение на то, чтобы преобразовать келью в скит Продром. Однако обитель просуществовала недолго.
греческое восстание 1821 года и последовавшие за ним беспорядки вынудили монахов Потапия и Григория покинуть Скит, который вскоре был захвачен и разграблен турецкими войсками. Potapie și Grigorie, cu actele care le-au cu aprobarea Lavrei, s-au întors la Mănăstirea Neamț. Acolo au fost găsite la 1850 Потапий и Григорий вернулись с разрешительными документами от Великой Лавры в монастырь Нямц. Там в 1850 году оказался отец Нифонт, который часто приезжал в страну по своим делам. В беседе со старцем монастыря он рассказал о своем намерении основать скит для румынских монахов в области Керасия, на что старец ему сказал, что в библиотеке Нямецкого монастыря уже имеются документы, выданные ранее Великой Лаврой отцам Потапию и Григорию. Митрополит Сафроний из Яс направил прошение об основании скита в монастырь Великая Лавра, а также преподобный Нифонт запросил их одобрение. В 1852 году преподобные отцы Нифонт и Нектарий получают разрешение на преобразование кельи в скит. В 1852 году старцы приступили к сбору средств на строительство новой обители. В этом им оказали огромную поддержку митрополит Молдовы Сафроний и молдавский господарь Григорий Гика, которые передали значительную сумму денег и одобрили организацию сборов пожертвований среди верующих Молдовы. В 1856 году, после обращения в Константинопольскую патриархию, тогдашний вселенский патриарх Кирилл своим указом одобрил основание и функционирование молдавского скита «Продром». На собранные пожертвования началось активное строительство обители. В 1857 году был заложен фундамент церкви Католикон, главного соборного храма, в котором проводятся воскресные и праздничные богослужения. В 1866 году, в день святых Константина и Елены, церковь осветил преосвященный Исаия Викол. На этом событии присутствовало много верующих из Молдавии и Валахии, а также монахов Святой горы. После объединения в 1859 году двух княжеств Валахии и Молдовы скит стал называться Румынским, а в 1882 году был подписан договор между скитом и монастырем Великая Лавра, которым молдаване и валахи уравнивались в правах. К концу XIX века было завершено строительство всего комплекса скита, включившего в себя несколько корпусов, закрывших со всех сторон своими стенами главный храм обители. Внутри этих стен были устроены еще несколько параклисов, а также монашеские кельи, гостиница для паломников, трапезная и библиотека. После образования в 1924 году греческого государства его правительством были отобраны и национализированы земельные участки, принадлежавшие скиту на территории Греции, а также большое подворье на греческом острове Тассос. А в 1945 году вся недвижимость обители в Румынии была конфискована правящим тогда в стране коммунистическим режимом. Будучи лишенным средств содержать себя, скит стал ветшать и опустошаться, и к середине XX века пришел к полному запустению. Восстановление обители началось в 70-х годах XX века, когда после долгого перерыва прибыли первые румынские монахи, которые застали в скиту несколько беспомощных старцев. В 1984 году настоятелем скита «Продром» стал иеросхимонах Петроний. Блаженный старец пользовался большим авторитетом на Святой горе и считался одним из подлинных носителей святогорского духа. Rațiuni, cum spun părinți, pentru fiecare lucru care l-a făcut Dumnezeu. Rațiuni, părinții numesc rațiuni, există rațiuni duhovnicești. Adică Dumnezeu n-a făcut așa lumea, hai ca să facem ceva, să fie lume, să fie oameni, să fie, cu un scop,
foarte înalt și foarte frumos la făcut pe asta. Și atunci dacă ne scopul și Dumnezeu nu ne-a descoperit toată în infinitatea tainelor, multe lucruri care nu le știm. Nu sunt necesare în momentul de față. Nu le putem cuprinde cu Sfinții Părinți. Am zis că Mântuitorul Hristos era cu Sfinții Apostoli. Multe am să vă spun. Dar deocamdată nu vă le spun că nu le puteți ține. Nu le puteți înțelege. Și așa Mântuitorul ne-a spus omului ce e necesar. Ce e necesar. I-a spus mai întâi, băi, oamenilor, nu sunteți orice. Sunteți un bolovan, sunteți o bruiană. Sunteți făcuți după chipul și asemănarea mea, după chipul și cu sființă, cu suflare dumnezeiască. Și v-am făcut, v-am pregătit pentru voi, înainte de a vă face pe voi. V-am pregătit o împărăție, o fericire pe care mintea omenească nu poate să o gândească. Особой гордостью скита является соборный Богоявленский храм, который выделяется своей прекрасной внутренней росписью, восстановленной в 1998 году. Здесь хранится нерукотворная чудотворная икона Пресвятой Богородицы Продрамиса. Иеросхимонах Нифонт, находясь на Ясском подворье скита Продром, попросил искусного и набожного иконописца Иордаки Николау написать образ Пресвятой Богородицы с младенцем Иисусом. Изначально работа протекала легко, но когда художник приступил к написанию святых ликов, воспроизвести задуманное ему никак не удавалось. Invitându-i la atelierul său din Iași, le arătă icoana, așa cum ajunsese. Пригласив отца Нифонта и отца Нектария в свою мастерскую в Яссах, он показал им икону. Мастеры и преподобные Нифонт и Нектарий остались немного разочарованными, не зная, что делать. Но подумали, что эту икону можно подарить какой-нибудь бедной церквушке, но все же воодушевили его на то, чтобы он продолжал работать над ликами. Lucreze la chipuri. Așa că, nedumerit și desnădăjduit, Разочарованный и озадаченный иконописец прикрыл икону в мастерской, вернулся в свою комнату, на коленях молился Божией Матери, прося, чтобы она помогла ему завершить начатую им икону. și în genunchi se rugă Maicii Domnului ca să-l ajute să isprăvească cum se cuvine icoana pe care o începuse. С глубокой верой в душе и сильным рвением он направился в мастерскую на следующий день, в надежде, что сможет доделать икону, которую начал. Но совершилось великое чудо. Открыв икону, он увидел лики Божией Матери и Сына Христа такими, какими мы видим их изображенными сегодня, без того, чтобы добавить еще что-то. С тех пор чудотворная икона Продрамиса прославилась многими своими благодеяниями. В скиту Продром также хранится чудотворная икона святого Иоанна Крестителя. У нас есть история от 1821 года, связанная с этой иконой, когда она совершила чудо. Икона находилась в часовне, названной в ее честь. Когда турки напали на монастыри Святой горы, чтобы наказать христиан за их веру, группа турецких солдат ворвалась в эту часовню для того, чтобы ее разграбить и разрушить. Но в момент, когда они вошли и начали стрелять по иконе святого, пули возвращались обратно в тех, кто стрелял. И тогда икона нахмурилась и осталась такой, какой мы ее видим сегодня.
Здесь хранится частица мощей святого Антипа Калаподежского, принесенная в Дарский Топродром игуменом Валаамского монастыря и епископом Троицким Панкратием в 1998 году. Велики были молитвенные подвиги отца Антипы на Святой горе Афон в Молдавии и России. В 1992 году Антипа Калаподежский был причислен к лику святых Румынской православной церкви, а в 2000 году имя преподобного Антипа Валаамского было внесено в месяцеслов Русской православной церкви. Отец Антипа, в миру Лукиан Александр Георгиевич, родился в Молдавии в селе Калаподежти Текучского уезда. Сейчас это территория Румынии. До появления его на свет мать и отец много молились Божией Матери, потому что у них не было детей. Говорят, что появление на свет святого Антипы произошло благодаря божественному чуду, потому что во время родов, когда повивальные бабки пришли помогать, мать родила его безболезненно, и это было чудо невиданное до сей поры. И все молились и преклонялись чуду, задавая вопрос, что же будет с этим ребенком в дальнейшей жизни. Уже с раннего детства все понимали, что Александр сильно отличается от своих сверстников. Иногда они, поражаемые проявлением в нем чего-то дивного, необычайного, падали перед ним со страхом на колени и называли его своим владыкой. Иногда же ругали и били его за его простоватые выходки. Когда он, еще будучи юношей, ходил с друзьями в лес, окружающий эту местность, он брал в руки ядовитых змей, и они не кусали его. И все диву давались, как этот чудесный ребенок не боится этих ядовитых существ. В 20 лет он попросил благословения матери уйти в монастырь. Он выбрал Нямецкий монастырь. Неизвестно, была ли на то воля Божья, но после того, как он преклонился иконе Божьей Матери, старец этого монастыря не принял его. Но, очевидно, его рвение к монашеству побудило его пойти в монастырь Брас, область Вранча. Там его принял старец Димитрий, и после ряда испытаний постригает его в монахи под именем Алипий. Он был одним из первых монахов, который, уже будучи монахом, получил благословение уйти на Святую Гору. Добравшись до Афона, он нашел там двух своих соотечественников, иеросхимонахов Нифонта и Нектария, которые подвязались в одной из пустынных келий. По их совету монах Алипий поступил в греческий монастырь Исфигмен, где около 4 лет trudился в поварне. S-a nevoit cu multă râvnă în ascultare la bucătărie 4 ani de zile. Iar după aceasta, după multe ispite, Около 4 лет он трудился в поварне, и после того, как с Божьей помощью прошел много трудностей, отцы Нифонт и Нектарий решили постричь его в великую схиму, дав ему имя Антипа. dându-i la schimă numele Antipa. Până la 1852, el se nevoi în pustie. До 1852 года он находился в одиночестве, обогащая и украшая себя совершением добродетелей и не без многочисленных искушений. A fost lipsit de cele necesare când a fost în pustie. Он был лишен в пустыне всего самого необходимого. Потом мы узнали более подробно о тех испытаниях, через которые он прошел и которые преодолел с Божьей помощью. Sfântul Antipa urmă sfatului și chemării părinților Nifon și Nectarie. Святой Антипа последовал призыву отцов Нифонта и Нектария
помочь в устроении и укреплении этого Божьего места. Скит-продром продолжал отстраиваться. Умножалось число молдавской и валашеской братьи, и во все это было вложено много трудов иеросхимонаха Антипы, который при этом оставался экономом, келарем и духовником скитской братьи. Но наступило для отца Антипы время расставания с местом его многолетних трудов и молитв, святой горой Афон, и отец Нифонт направляет его сначала в Молдавию на Ясское подворье, а затем в Москву. A fost cunoscut de binecredincioși și moscoviți, de Он познакомился с московскими верующими, с иерархами, и с самого начала был оценен по достоинству за свою веру, за свое рвение, за те великие лишения, на которые обрекал себя и которые не мог скрывать. Многие верующие приходили к нему, возлагая надежды на его молитвы, приносили дары, которые Антипа передавал в скит-продром на Святую Гору. Как только закончились его дела по сбору пожертвований, с благословения своих старцев 6 ноября 1865 года отец Антипа прибыл на Валаам и поселился в маленькой уединенной келии в скиту всех святых. El a îndrăgit mult aceste locuri, această mănăstire liniștită. Ему очень нравились эти места, этот тихий и отдаленный монастырь, потому что он любил отшельничество и уединение. Очень часто во многих своих письмах он повторял, что очень хотел бы вернуться на Святую Гору в скит-продром, но знаю волю Божью, а также то, что другие отцы уверяли его, что воля Божья есть на то, чтобы он поехал в Россию. Именно здесь, на Валааме, он обрел то, к чему стремился всю свою жизнь, ничем не нарушаемое уединение и молчание, освященные его непрестанной молитвой. Здесь, в главном храме скита, хранятся мощи многих святых. Они оберегают обитель и духовно поддерживают монахов в их неустанной молитве. Deci aici avem o parte din Sfintele Moaște care le deține schitul Românesc Podrom. În prima cutie avem părticică din Sfântul Ioan Botezător, Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Grigorie Teolog, Sfântul Aralambi, Sfântul Modest, Cosma Ștamian, Sfântul Trifon, Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, Sfântul Arhidiacon Ștefan, Sfântul Mare Muciță Vardara, mai multe părticele, mai mulți sfinți, Sfântul Nil Atonit, Sfântul Modest, Sfântul Haralambie, niște sfinți martiri de la mănăstirea Iviru, Ignatie, Eftimie și Acachie, Sfântul Mare Mucenic Trifon și Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. С давних времен придунайские княжества Валахия и Молдова оказывали материальную и духовную поддержку афонским монастырям. Вплоть до XIX века у румынских монахов не было места на Святой горе, где они могли бы совершать богослужения на родном языке. Основание скита-продром стало важным событием как для братьев обители, так и для ее многочисленных паломников. Сегодня скит-продром является одним из важных духовных центров на Святой горе Афон. Сюда с большой радостью прибывают православные из многих стран, чтобы поклониться хранящимся здесь святыням и помолиться вместе с братьей обители.